Лицей подмосковный в Кораллово вот уже 16 лет известен многим как действующий и успешный образовательный проект Михаила Ходорковского и его родителей. Особую роль эта школа-интернат играет в жизни детей, у которых, не попади они сюда, жизнь сложилась бы, возможно, совсем иначе. Для сирот, детей из неполных семей, пострадавших из-за терактов или тех, чьи родители-пограничники служат в горячих точках Ингушетии и Чечне, лицей подмосковный – это возможность получить качественное и бесплатное образование. Учатся здесь дети из Беслана, Каспийска, Нефтеюганска, Звенигорода, Томска, Ангарска. А по окончании учебы большинство выпускников – это студенты нефтяной академии имени Губкина, пограничного училища, МГУ и других престижных вузов. Многие из них потом работают в России и за рубежом. Июнь – здесь тоже пара выпускных вечеров. Выпуск 2010 года – 7-й за историю Коралловского лицея. Завтра расставаться после 6 лет, прожитых вместе на одной территории в условиях действующей здесь демократической лицейской республики, а для многих просто семьи. И вы, наверное, сегодня видели, насколько искренне они любят друг друга. Даже не просто дружат, а любят друг друга. Вот это действительно настоящая семья. Как и в любой полной семье, здесь есть дети. Педагоги – это родители, ну а попечители Борис Моисеевич и Марина Филипповна – бабушка с дедушкой, которых дети так и зовут. Столько лет вместе, уже как-то сроднились, правда? Вот. Но мы надеемся, что наш лицей для вас ведь никогда не закрыт. У вас всегда надо видеть. У нас даже песня такая есть. Большого счастья, прямой дороги. И дай Бог, чтобы все, что вы задумаете в жизни, у вас выполнилось. Как найти себя в жизни и почему важны личная свобода и демократия в стране, здесь познают наравне с традиционными школьными дисциплинами. Идея соуправления детей и взрослых, как говорят педагоги, возникла с самого начала и оправдала себя. В этой лицейской демократической республике есть президент, ученик 11 класса, гимн и девиз, который гласит «Долг, честь, Отечества». Роль лицейской демократической республики в лицее особая. Это серьезная штука, это не просто игрушка, это не просто внешняя атрибутика, это не просто какие-то мероприятия, а это школа самостоятельной организации жизни, школа несения ответственности за какие-то решения, за какие-то действия. Сегодня лицей подмосковный обучает 178 воспитанников. Еще 155 человек уже получили здесь образование. А начиналось все в 1994 году, когда Михаил Ходорковский, глава Минотепа, а позднее ЮКОСа, основал в Кораллово первые корпуса будущего лицея для детей, не защищенных ни родителями, ни государством. К 2003 году построили современный комплекс для обучения и проживания детей и педагогов. Открыли его 18 октября, а 25 октября Михаила Ходорковского арестовали. Преподаватель математики Татьяна Михайловна вспоминает о том, насколько были поражены дети известию об аресте Ходорковского. Особенно спрашивали первые, но и на их глазах они видели, они были знакомы с Михаилом Борисовичем. Он их напутственное слово им давал, когда они выпускались. То есть они его знают как человека. И мне кажется, у ребят не изменилось отношение к нему нисколько. То есть оно было такое вот настоящее, как к настоящему человеку, так оно и осталось. Его стремление вот собрать молодежь, такую вот талантливую, которая к России относится трепетно, которая хочет вот состояться, учиться и, в общем, не знаю, что-то делать в этой жизни хорошего. Вот он хотел вот этого. Вместе с долгожданным аттестатом о среднем образовании выпускникам подмосковного вручается свидетельство о получении первой профессии оператора ЭВМ, традиционные грамоты за вклад в жизнь лицея, а с этого года и дипломы об окончании школы искусств. Однако спустя несколько дней выпускникам этого лицея придется столкнуться с жизнью за его пределами. Готовы ли они к этому? И педагоги, и их воспитанники уверены, что будет трудно, но они справятся. А если совсем беда, то лицей их снова примет, чтобы помочь. Лейсан родом из Нефтеюганска, выпускница 2005 года. Сегодня студентка социального университета. Приехала провести этот вечер и поддержать сегодняшних выпускников, у которых когда-то была вожатой. Говорит, что лицей для нее – это не просто формальное обучение, это друзья, которых здесь называют братьями и сестрами, дружный коллектив учителей и воспитателей, а еще семья Ходорковских. Говорят, Россия все-таки демократическая республика, демократическая страна, извините, это далеко не так. И мы видим на примере даже Ходорковского, что это
сплошной беспредел просто. И я не знаю, конечно, страшновато жить, но надо что-то менять. Чувствуете ли вы сегодня себя свободным человеком? Нет. В нашей стране нет. Потому что идет ограничение с разных сторон, очень разные. Начиная от каких-то примитивных в университете, бюрократии и так далее, заканчивая выборами президента, скажем, тогда, когда уже все понятно, все решено, и свободы на самом деле никакой, я считаю. Кирилл Овчинников – выпускник этого года. Его привлекает нефтяное дело. Он видит себя инженером, впоследствии не исключает, что займется бизнесом. Был в апреле этого года на процессе в Хамовническом суде и по-прежнему считает, что пример Ходорковского показателен для тех, кто хочет чего-то добиться в жизни. Лично с Михаилом Борисовичем не знаком, однако хорошо помнит, как глава ЮКОСа приехал в Нефтеюганск в день города. Кирилл тогда удивился демократичности Ходорковского, а когда поступил в лицей, его основатель уже год как находился в заключении. Вам не страшно потом открывать свое дело и нет, работать мне не страшно. в нефтяном бизнесе? Мне не страшно. А почему вам не страшно? Ну, не знаю, просто. Не страшно. Может быть, пример Михаила Борисовича как раз-таки и помогает, что можно со всем этим справиться. Один из тех, кто вместе с родителями Михаила Ходорковского помогает лицею, Николай Чижов, ректор Межотраслевого технологического института. Он рад сегодня, что неприятная ситуация с налоговыми сборами с родителей учащихся в лицее детей на сегодня разрешилась. Трудами нашего члена Совета попечительского Ясина Евгения Григорьевича, с помощью Министерства финансов, замминистра господина Шаталова Сергея Сергеевича, по-моему, если не изменяет, эта проблема решилась, и мы не так давно, по-моему, в феврале получили письмо из министерства, которое эту проблему снимает. А что касается планов на будущее, то они, конечно же, и есть. Это стажировка и обмен с английскими колледжами и изучение нескольких языков. Между тем, Николай Чижов сожалеет, что выпускники подмосковного неактивно идут в политику. Чем можно исправлять ситуацию? Вливанием молодых, толковых ребят, которые действительно воспитаны так, что он не может терпеть безобразие. Ему важно помочь людям, естественно. Помочь детям, нуждающимся в получении достойного образования и полноценной семье – традиционные задачи Коралловского интерната подмосковной. А для его попечителей, родителей Михаила Ходорковского, лицей вот уже 7 с лишним лет – это, похоже, гораздо больше, чем место проживания и работы. Первое время, когда Миша был на свободе, это было просто, дети, сироты, помощь им. А сейчас это еще ко всему, по-моему, то, что держит в этой жизни. Особенно Борис Моисеевич. И если Михаил Ходорковский день за днем проявляет стойкость в Хамовническом суде, то ежедневная жизнь Ходорковских-старших пример по сути такой же. Лишь одним им известно, чего стоит держаться и делать, что должен. На тюремных свиданиях они много говорят о лицейских делах. Одно слово всегда – дед, держи лицей. К роли деда и бабушки лицеистов подмосковного и Марина Филипповна, и Борис Моисеевич привыкли, к чему относятся, по их же словам, нормально. Я когда-то пришла в театр, и, по-моему, человек 14 или 15 со мной было. А в театре же конфетки продают по штучкам. Я говорю, мне 15 этих, 15 тех. Мне сказали, женщины, килограммами не покупать, надо в магазин идти. А я говорю, а что делать, если у меня 15 внуков? Она так на меня посмотрела, а я им показала, они подходят. Она говорит, да, раз, и начала быстро отсчитывать. В день выпускного Марина Филипповна была на суде. Вернувшись, говорила напутственные слова выпускникам и благодарность педагогам. На вопрос о том, почему президент Медведев говорит о модернизации, а процесс все идет, мама Ходорковского рассказала о своем видении того, что нужно для одного из множества шагов к этой самой модернизации. Для того, чтобы такие люди, как Миша, как Лебедев, не в тюрьме сидели, а делом занимались. Ведь не они одни такие, просто это, так сказать, известный процесс. А таких людей очень много. Я когда прихожу на свидание и сижу, жду там по несколько часов в этой приемной комнате, если это можно так назвать, очень поменялся контингент родственников, которые сидят. В основном интеллигентная, образованная публика и, соответственно, образованные те, кто сидит, потому что я вижу, когда просят передать книги на испанском, на английском языке, и, конечно, не принимают, но это говорит об уровне этих людей. А статьи практически под копирку одни и те же. Дарья Пыльнова, Андрей Риховский для пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.